Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале «Астрология доступна каждому». Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущий этого канала, я ведический астролог. И тема сегодняшнего видео – это прогноз на октябрь 2025 года для восходящих козерогов, а также для солнечных козерогов, для лунных козерогов. Если вы знаете точное время своего рождения, то в таком случае вы можете построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. Ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании и в комментариях к этому видео. И в описании и комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться ко мне на курс по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. И если вы не знаете точное время своего рождения, то в таком случае под каждым видео я расписала даты, в которые Солнце было в тех или иных знаках, потому что они не совпадают с западной астрологией и по привычному нам месяцу рождения. И поэтому вы можете смотреть видео по тем датам, в которые вы родились, соответствующие вашему знаку зодиака. То есть не так, что я родился в мае, значит смотрите лица, а посмотрите под видео, соответствует ли это видео вашей дате рождения. И я хочу напомнить о том, что мне всегда очень приятно получать от вас комментарии, очень приятно, когда вы ставите лайки под видео, делитесь с друзьями. Это очень помогает развитию канала и продвижению. Теперь давайте говорить о тенденциях октября 2025 года для восходящих козерогов, солнечных и лунных. С 3 октября по 24 октября Меркурий идти будет по вашему 10 дому гороскопа. Транзит Меркурия по 10 дому гороскопа – это период повышенного интереса к теме статуса, продвижения, социальной активности, поиска работы, может быть. В некоторых случаях транзит Меркурия по 10 дому гороскопа может указывать на повышение до уровня руководителя. Ну, такое небольшое, конечно, но в целом все равно Меркурий дает благоприятные тенденции получение статуса, конечно, через борьбу, особенно через борьбу с помощью слова, возможно, какие-то экзамены писать, возможно, какие-то тесты сдавать, сертификацию, аттестацию какую-то проходить и так далее. Также транзит Меркурия по 10 дому гороскопа – это период такого, ну вот интереса к теме документов, да, визу получить, паспорт, гражданство, то есть оформить. И помимо этого еще в работе может быть таким представителем, как курьер, как какой-то представитель компании, который все про себя рассказывает, про компанию больше даже рассказывает. Либо вот интересоваться вопросами социальными какими-то, пойти поволонтерить, пойти куда-то где-то поучаствовать на добровольных началах или еще каким-то образом. И по Меркурию руководитель может запрашивать вас, влиять на вашу работу, либо влиять на ваш статус, может быть, чем-то помогать. 7 октября будет полнолуние в вашем 3 доме гороскопа. Полнолуние в 3 доме гороскопа означает очень часто встречу с друзьями, с братьями и сестрами, какую-то поездку. Также полнолуние в 3 доме гороскопа может давать получение каких-то документов, оформление документов. У некоторых может быть выход из социальной сети, либо временно там решить договориться с самим собой, что вот я не буду заходить в соцсеть, не буду читать что-нибудь и так далее. Также полнолуние в 3 доме гороскопа может давать такой материальный результат, как покупка телефона, покупка компьютера и что-нибудь в таком роде. Книги, кстати, тоже может быть. С 9 октября по 2 ноября Венера будет идти по вашему 9 дому гороскопа. И Венера в противовес Меркурию создает такую комбинацию. Ну, тоже, кстати, она дает указание на то, что может быть увольнение, либо смена должности, смена какого-то рабочего, ну даже не режима, а вот что-то в работе может поменяться. Но не только в работе, это может быть и в статусе тоже. Знаете как? Тут есть такая тенденция, что вам поступает какое-то предложение, но вам нужно от чего-то отказаться. Вот я так это вижу. Венера создает тенденцию на тоже там перерыв, отдых от работы, увольнение, либо может быть какую-то вот опять перемену. Как и Меркурий тоже. Но если Меркурий создает хорошую тенденцию, то Венера создает такую тенденцию, как бы выбор без выбора, либо не очень приятный выбор. И, возможно, будет у вас какое-то хорошее предложение, и помимо этого еще какое-то предложение, которое вам не очень нравится. Либо чтобы получить что-то хорошее, нужно сделать что-то плохое. Вот что-то такое. Также транзит Венеры по 9 дому гороскопа может указывать на то, что у вас может быть в этот период симпатия к вашему руководителю. Какие-то могут
бегать там флюиды, но такие не до конца ясные. Вообще может быть период немного хобби позаниматься, ручным творчеством каким-то. Помимо этого, если вы что-то делаете, какие-то подделки, какие-то, может быть, продукты выпускаете, ну, то есть то, что вы сами делаете, то это может иметь успех, может иметь какое-то признание и так далее. Вообще, я бы сказала даже, что по транзиту Венеры по 9 дому гороскопа вам, может быть, нужно будет налаживать как-то отношения с отцом, учителем, руководителем, может быть, знаете, задабривать для того, чтобы добиться чего-то, ну, либо в госорганы, то есть каким-то образом задабривать таких чиновников, вышестоящих людей, чтобы получить что-то по своему статусу, либо по своей должности, либо по документам, вот для своего продвижения какого-то. С 17 октября по 16 ноября по вашему 10 дому гороскопа пойдет еще и Солнце. Солнце тоже проясняет что какие-то моменты в работе и статусе. Ну, 10 дом это у нас дом статуса, карьеры, репутации. Но Солнце еще создает такую тенденцию. Вообще у козерогов может быть очень активно поиск работы. Какая-то неудовлетворенность. Солнце дает тенденцию на то, чтобы вот хотеть уволиться, либо хотеть срочно пойти в отпуск, а может быть не пускают, а может быть вы ходите там, стучитесь во все двери, пожалуйста, я не хочу больше, я хочу уйти, я хочу отдохнуть. Вот какие-то такие тенденции могут быть, но также Солнце может давать период, когда вроде работать надо, а вот какие-то обстоятельства мешают вам работать, не дают вам работать. То есть вы пытаетесь сосредоточиться, вас все отвлекает, вас все отвлекают. Но в любом случае у козерогов вот будет очень активная такая история, когда возможно, вы одной ногой, допустим, в отпуске. Хотя тут это не очень сильно похоже на это, но все равно вот есть история, как будто бы вот что-то мешает вам работать, что-то мешает вам реализовать свои идеи, и вы ходите там, через этого пробуете, вот так вот. И Солнце тоже может давать как и тайную какую-то поддержку, так и какие-то обстоятельства, которые вмешиваются в ваши планы в работе либо в статусе, как будто бы вот кто-то вам пытается помешать, но вы будете там ходить, добиваться до своего вот пока вот не добьетесь. А 18 октября наступает очень интересная тенденция. В ваш 7 дом гороскопа заходит Юпитер. До 11 ноября он будет в прямом движении, потом будет в ретроградном. В сумме он будет практически до конца года в вашем 7 доме гороскопа. Уникальная история, потому что Юпитер у нас меняет вообще знак один раз в год, но в этом году так получается, что он уже менял знак в мае, а сейчас он переходит из вашего 6 гороскопа, дома гороскопа в 7, и потом вернется обратно, и только в середине 26 года он зайдет уже окончательно в 7 дом гороскопа. Что хорошего? Тут на самом деле интересно, хорошо, это для вас плюс, бонус по этому транзиту, потому что Юпитер создает комбинации на какие-то партнерские соглашения, на заключение каких-то союзов и договоров. Это могут быть союзы в личной жизни, это могут быть союзы в бизнес-партнерстве, это могут быть какие-то союзы командные в работе, либо просто создание какой-то группы, например, музыкальной. Также транзит Юпитера по 7 дому гороскопа в целом расширяет количество знакомств, количество вот таких вот партнерских каких-то связей в вашей жизни. Если вы, например, работаете на себя, у вас есть бизнес, либо вы там адвокат, нотариус, астролог, там еще кто-то, то в таком случае это увеличение количества клиентов тоже по этому Юпитеру. Поэтому Юпитер транзит благоприятный достаточно, но еще он может давать партнерство за границей или с другими городами, с другими странами, и в целом, возможно, это будет мешать вам в работе, то есть, возможно, вы будете вести какую-то двойную игру. С одной стороны, у вас в работе активно, с другой стороны, у вас какие-то партнерские соглашения, и, может быть, у вас будет работа и параллельно, допустим, какая-то подработка, и вот эта подработка может мешать работе. Что-то такое может быть, что может вас отвлекать от работы, но вы будете направлены на именно вот свои интересы соблюдать. Как-то так я это вижу, но я постараюсь по транзиту Юпитера еще записать отдельное видео, в котором мы подробнее поговорим про то, что может давать Юпитер в 7 доме. А 21 октября будет новолуние в вашем 10 доме гороскопа. 10 дом карьера, статус, репутация, и новолуние в 10 доме гороскопа может давать как новую должность, так и новую работу, новый имидж какой-то в работе, статус в работе, может давать получение новых документов. Это виза,
свидетельство о браке, свидетельство о разводе тоже, свидетельство там пенсионное какое-то удостоверение и так далее, и так далее. Все, что связано вот со статусами вашими общественными, это тоже может быть по новолунию. С 24 октября по 23 ноября Меркурий зайдет в ваш 11 дом гороскопа. И это период, ну, как Меркурий у нас планета информации, коммуникации, интереса, будет давать интерес к теме, опять же, бизнеса в том числе, к теме вообще к счетов, карт, каких-то сообществ, конкурсов. То есть вполне возможно, что козероги надумают какой-то бизнес открыть. Но также транзит Меркурия по 11 дому гороскопа указывает на то, что в работе это будет период планирования и прогнозирования. Либо вы будете составлять график тренировок, либо график своей жизни, либо график выплат по кредитам какой-то, по долговым обязательствам. У кого-то это могут быть выплаты по спорным вопросам каким-то. И еще в целом Меркурий здесь создает хорошую денежную комбинацию, но могут быть разговоры с руководителем по поводу уровня оплаты труда. Руководитель может какую-то инициативу проявлять, но и спрашивать за ваши достижения, за результаты вашей работы тоже в том числе. Могут быть знакомства через учебу, знакомство через заграничные поездки, тоже появление каких-то новых друзей. И с 27 октября по 7 декабря по вашему 11 дому гороскопа пойдет Марс. Марс в 11 доме здесь формирует комбинацию на какие-то путешествия, может быть даже не запланированные. Но еще что интересно, 11 дом — это дом счетов, карточек, и может быть такое, допустим, составить, вести таблицу учета своих доходов. Может быть такое по этому Марсу в 11 доме гороскопа, допустим, создание сайта, если у вас есть бизнес, если вы будете делать бизнес. Или же Марс в 11 доме гороскопа еще может давать такую историю, когда нужно будет отстаивать интересы какой-то группы людей, своего какого-то сообщества по интересам. Если у вас особенно есть свое какое-то сообщество, то вы можете там отстаивать что-то. Могут быть яркие какие-то эмоциональные впечатления у вас по этому Марсу, какие-то яркие. Вообще надо следить за словами в такие периоды, потому что мы можем как-то так сказать, что к нам повышенный интерес и нас критикуют. Вот такие вот результаты может давать такой Марс. И могут быть какие-то переживания за детей, за результаты учебы, может быть болезнь за, ну вот как-то, когда вы болельщик, болеете за любимую спортивную команду. То есть вот такие вот яркие эмоции какие-то могут быть по этому транзиту Марса по 11 дому гороскопа. И спонтанные какие-то покупки, либо какие-то крупные покупки, импульсивные, тоже могут быть. Итак, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на октябрь 2025 года для восходящих козерогов, для солнечных, для лунных козерогов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.